В ночь на 24 июля с Байконура по короткой схеме отправится на орбиту грузовой транспортный корабль «Прогресс». Через 6 часов он причалит к пирсу, стыковочному отсеку станции. Корабль снабжения доставит на МКС топливо, кислород, продукты питания, аппаратуру для научных экспериментов и, конечно же, посылки для экипажа. Это будет третий в этом году рейс космического грузовика по маршруту Земля-МКС. Ракетоносители «Ангара» будут собирать в Омске, в цехах аэрокосмического объединения «Полет» после завершения модернизации предприятия. В Сибири планируют строить ракетоносители «Ангара» 3 классов. Легкого, которая уже прошла первое испытание на космодроме Плесецк, среднего и тяжелого с грузоподъемностью до 35 тонн. Первый тестовый пуск тяжелой «Ангары» в конце этого года. Новый экологически безопасный ракетоноситель будет стартовать с российских космодромов Плесецк и Восточный. Успешный российский научный космический проект «Радиоастрон» отмечает свой 3-летний юбилей. Этот проект сделал Россию лидером в мировой радиоастрономии. На научно-практической конференции, которая прошла на родине радиоастрона в Химкинском НПО имени Лавочкина, было принято решение о продолжении работы аппарата «Спектр-Р» еще на 10 лет. С технической точки зрения радиоастрон – самый большой в истории человечества измерительный инструмент с диаметром интерферометра в 350 тысяч километров, что равно расстоянию от Земли до Луны. Это расстояние определяет нам разрешающую способность, то есть возможность выявить детали, которые находятся в астрономических объектах, исследовать эти детали, определить их параметры и, значит, понять, как физически устроены эти космические объекты. Феноменальное разрешение космического телескопа интерферометра уже позволило ученым разглядеть выбросы материи от сверхмассивных черных дыр в центре древних галактик – квазаров, с разрешением всего в 1 световой год. Это при том, что расстояние до квазаров исчисляется в миллиардах световых лет. Точность измерений уникальна. Главные выводы из наблюдений – яркость таких лучей оказалась в 10 раз выше, чем предполагали ученые. Сложнейший проект, оригинальнейший, совершенно масса есть новых решений в нем, которые прошли проверку летом. Для нас это очень важно. Мы многое себе доказали самим, прежде всего, и всем о том, что мы можем делать, можем достигать характеристики, которых, в общем-то, еще не было. Еще одно направление исследований радиоастрона – пульсары. Это нейтронные звезды с материей высочайшей плотности. По массе они приближаются к Солнцу, но размером всего 10 километров. Пульсары, как и активные черные дыры, испускают свет в виде джетов, струй радиоизлучения. Возможно, радиоастрону удастся разгадать тайну возникновения таких объектов. — 45 лет назад, 21 июля 1969 года, на поверхность Луны в районе моря Спокойствия впервые ступила нога человека. Астронавт Нейл Армстронг прилунился со своим напарником Базом Олдрином в спускаемом модуле корабля «Аполлон-11». На Луне астронавты провели сутки, после чего стартовали к командному модулю на лунную орбиту, где их ожидал третий астронавт Майкл Коллинз. 24 июля Аполлон благополучно приводнился в Атлантическом океане. Покорение Луны человеком состоялось, а фраза Армстронга про маленький шаг человека и гигантский прыжок человечества навечно вошла в историю освоения космоса. Самым молодым человеком, побывавшим в космосе, остается второй космонавт планеты Герман Степанович Титов.
6 августа 1961 года старший лейтенант Титов отправился на орбиту на корабле «Восток-2» в возрасте 25 лет. Его полет продлился чуть больше суток. За это время Герман Титов совершил 17 витков вокруг Земли и успел поесть, поспать и сделать первую киносъемку планеты из космоса. Земля, вот особенно, когда она уходит из зоны, если из иллюминатора бокового вверх, кажется таким громадным шаром, который висит в пространстве. Еще когда особенно она находится в тени, такой серп. Ну, в общем-то, сейчас большое пространство покрыто облачностью, почти все покрыто облачностью. Самым пожилым землянином, летавшим в космос, стал американский астронавт Джон Гленн. В свою космическую экспедицию Гленн отправился осенью 1998 года с экипажем шаттла «Дискавери» в возрасте 77 лет. А свой первый полет он совершил в 1962 году, став первым американцем, облетевшим на корабле «Меркурий» земной шар. До него астронавты США совершали только суборбитальные полеты. Кроме этих рекордов в активе астронавта еще один. 18 июля Джону Гленну исполнилось 93 года. Таким образом, его можно считать самым пожилым звездоплавателем на Земле. Летом 1984 года на станцию «Салют-7» прилетела летчик-космонавт, герой Советского Союза Светлана Савицкая. Перед ней стояла задача установить новый мировой рекорд – стать первой среди женщин, которая выйдет в открытый космос. Савицкая не только вышла за пределы станции, но и провела на орбите сварку металлоконструкций. Начинаем варить. 3 прихода. Не торопясь, Света. Не торопясь. Не спеша. Поперек вожу, есть ванночка металла, прямо идет. О Светлане Савицкой и перспективах женского космоса в программе «Космонавтика» на канале «Россия-24» в ближайшие выходные.